Когда руководство нашей страны начало полномасштабное вторжение в Украину, а западные страны начали один за другим вводить пакеты санкций, множество экспертов пытались понять, какое будущее ждет экономику России. Это было непростой задачей, ведь ни на одну страну раньше не обрушивался такой поток ограничений. В какой-то момент казалось, что отсеченная от мировой финансовой системы, от рынков сбыта, от технологий и капитала Россия не выдержит, и ее экономика войдет в масштабный кризис. Рубль упадет, банки разорятся, мобильная связь отключится, пенсионеры перестанут получать пенсии, а все лампочки перегорят. Но прошло несколько месяцев, потом год, теперь уже почти 2 года, и мы видим, что ничего подобного не произошло. Да, инфляция повыше, ВВП пониже, число бедных растет, но в целом ничего ужасного. Банкоматы не закрылись, айфоны поставляются через Казахстан, медведи в ушанках не бродят по пустынным улицам российских городов. Словом, как утверждает руководство нашей страны, экономика выстояла. До такой степени выстояла, что со стороны это кажется чудом. Как будто в российском Минфине и Центробанке сидят настоящие волшебники, которым все нипочем, ни война, ни санкции. Они знают все секретные кнопки, все шаманские слова, одной рукой вынимают из рукава миллиарды долларов, другой держат за горло инфляцию. Они способны добиться процветания и роста ВВП без инвестиций, технологий и рынков сбыта. Очень сильное экономическое колдунство. Как им это удалось? Почему порой кажется, что война не навредила экономике и граждане России особо не замечают изменений? Дескать, да, есть небольшие трудности, но никакой катастрофы. Давайте сегодня разберемся, есть ли пределы у невиданной устойчивости российской экономики. На санкции внимание никто не обращал. Ключевую ставочку чуть-чуть приподняла, и реченькою в банчике наличка потекла. В отсутствие офшоров наполняется бюджет. Завидует и Олаф нам, и Сунак, и Реджеп. К слову, для начала об экономической устойчивости теперь уже нашего канала. Пожертвования снова потихоньку падают. Рекламы у иноагентов тоже становится все меньше. При этом ежемесячные пожертвования позволяют нам как выпускать ежедневные видео, так и в свободное время налаживать, например, контакты с посольствами, что совсем недавно пригодилось. Они очень помогают нам вести регулярную деятельность. Так что подписывайтесь на пожертвования тут на Ютубе, на Патреоне, а также на Бусти или Крипто, если вы из России. Все ссылки в описании. Попробуем разобраться, как экономика России адаптировалась к войне и санкциям. Смягченный переход в новую экономическую реальность в 2022 году отчасти был обусловлен тем, что многие санкции имели эффект полностью обратный ожидаемому. Например, запрет на продажу российских энергоносителей в Европу был анонсирован, но не введен. И ожидая, что цены на углеводороды поднимутся, как только запрет вступит в силу, европейские страны скупали российский нефть и газ. В общем, за первый год войны Россия продала в Европу больше и дороже, чем в предыдущие годы. Параллельно с этим западные страны ввели визовые и банковские меры, ограничивающие вывод капитала из России и утечку оттуда мозгов. Валюта, полученная от нефтяных сделок, пришла в страну и остановила обвал рубля, который случился сразу после начала вторжения. А потом и вовсе укрепила рубль по отношению к доллару. И это было основной причиной, почему бюджет и экономика в 2022 году в целом чувствовали себя неплохо. Кроме того, российский бизнес быстро научился обходить санкции, целью которых было отрезать Россию от современных технологий. Государство разрешило ввозить в страну товары через так называемый параллельный импорт, то есть без лицензий и разрешения правообладателей. В каком-то смысле это явление не новое. В ответ на санкции за аннексию Крыма наше правительство ввело антисанкции. Помните, тогда еще давили тракторами сыр и яблоки. Бизнес в тот раз выкрутился. Многие до сих пор помнят мемных белорусских креветок. Вот примерно так же было и в 2022 году. Предприниматели стали ввозить подсанкционные товары через третьи страны, оплачивая их всякими хитрыми способами. В 2023 году проблем у российской экономики стало несколько больше. Прекратился поток денег от экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу, а переориентация на Китай и Индию оказалась совсем непростым делом и не таким уж выгодным. Зато удалось взять в оборот крупный бизнес. В 2023 году государство пользовалось его карманом как собственным. Обложило однократным налогом тех, кто, по его мнению, слишком много зарабатывал.
А еще ввело дополнительную экспортную пошлину, размер которой растет, когда слабеет рубль. Также за счет экспортеров наше руководство решило проблему не вовремя упавшего курса национальной валюты, чтобы перед выборами не портить гражданам настроение долларом по 105 рублей. Тогда государство обязало экспортеров продавать валютную выручку. Это укрепило курс и снизило прибыль компаний. Нужно сказать, что сейчас многие крупные предприятия в России испытывают трудности. Инвестиции ушли, технологии по параллельному импорту обходятся дороже, самые выгодные рынки сбыта больше недоступны. Все это подтачивает внутренние резервы бизнеса. В 2023 году даже «Газпром» ушел в минус по результатам первого полугодия. В 21 веке такое случалось с ним лишь однажды, в пандемию ковида. При этом в масштабах государства дополнительные деньги, которые удалось нацедить с крупных компаний, были не так уж и велики. А ведь правительству нужно было обеспечить расходы на войну, на ВПК, плюс обычные расходы бюджета. Бюджет в 2023 году был дефицитным. Как же этот дефицит финансировали? Во-первых, с помощью облигаций федерального займа. То есть правительство брало в долг. В 2023 году Минфин разместил таких облигаций на внутреннем рынке на 2,5 триллиона рублей. Но в долг правительство так берет уже не первый год, и объем этого внутреннего долга достиг почти 21 триллиона рублей. Часть этого долга – краткосрочные бумаги, которые надо регулярно погашать, по другим нужно выплачивать повышенные проценты. По долгосрочным облигациям доходность может превышать 10% в год. И это уже похоже на то, что Минфин берет в долг, чтобы покрывать предыдущие долги. Значит, чистый остаток, который можно после покрытия предыдущих долгов потратить на покрытие дефицита бюджета, уменьшается. Это, в принципе, могло бы быть не так уж и страшно. Множество государств живут и с большим долгом. Вспомним хотя бы легендарный госдолг США или госдолг Японии, превышающий 250% от ВВП. Но дело в том, что эти страны могут занимать деньги под низкие проценты, благодаря чему они совсем немного переплачивают за то, что используют заемные средства. У России же ситуация иная. Рано или поздно нового заимствования, то есть нового выпуска этих облигаций федерального займа, может стать недостаточно для покрытия старых долгов, и перед государством в полный рост встанет необходимость включить печатный станок, чтобы хоть как-то расплатиться. А это означает новый виток инфляции. Но есть еще один способ финансирования бюджетного дефицита, на который руководство России надеется больше всего. Заветная кубышка – Фонд национального благосостояния. Однако с ним тоже все совсем не так хорошо, как кажется. Вспомним, что такое ФНБ. В начале нулевых экономика России и доходы граждан устойчиво росли. Как и сейчас, в то время существенной частью доходов бюджета были деньги, полученные от экспорта энергоносителей. Чтобы меньше зависеть от колебаний цены на нефть, правительство решило создать фонд, в который можно было бы собирать деньги в удачные годы, а в неудачные их расходовать. Так, в 2004 был создан стабилизационный фонд. В 2008 стабфонд был разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния. Резервный фонд по-прежнему страховал бюджет от снижения цен на нефть, а ФНБ должен был поддерживать пенсионную систему, софинансировать пенсионные накопления граждан, покрывать дефицит пенсионного фонда. Словом, это были деньги, отложенные на будущее. Но к 2018 году резервный фонд был почти полностью потрачен на латание бюджетных дыр во время рецессии и девальвации рубля. Тогда и было решено забить на попытку позаботиться о будущих пенсиях граждан. Правительство снова объединило оба фонда, и ФНБ снова стал заначкой на текущие нужды. Впрочем, нужно сказать, что никто его особо не трогал. Год от года, даже в самые тяжелые моменты, ФНБ только рос. Вспомним, как в 2020 году вся страна сидела на самоизоляции, и миллионы людей нуждались в поддержке государства. В тот год во множестве стран гражданам раздавали деньги, чтобы они могли не беспокоиться о том, что будут есть и чем платить за квартиру. Но правительство России продолжало накапливать свою кубышку. ФНБ в 2020 году вырос с 7,7 до 13,5 триллионов рублей. Наше государство знало, на что копят деньги. На войну. И тут оно не просчиталось. В течение первых 2 лет войны правительство несколько раз стабилизировало экономическую ситуацию, используя ФНБ. На январь 2024 года в ФНБ осталось чуть меньше 12 триллионов рублей. Но вот только большая часть этих денег инвестирована в инфраструктурные проекты. На них куплены акции и облигации разных предприятий – Аэрофлота, Сбербанка, РЖД.
На человеческом языке это значит, что государство поддерживает их за счет ФНБ, когда у них что-то идет не по плану. И что на самом деле это не настоящие деньги, не совсем настоящие деньги. Например, летом и осенью 2023 года правительство приняло решение спасти авиаотрасль и помочь российским авиакомпаниям выкупить самолеты у западных лизингодателей. На это было выделено 300 миллиардов рублей. А в 2022 году из ФНБ профинансировали российские железные дороги на 467 миллиардов. Таким образом, публикуемый размер ФНБ – штука обманчивая. Эти инвестиции в РЖД или другие госкомпании отражены там как актив. Но на самом деле это не деньги, и деньгами никогда не будут. Такого там много. Например, там есть долговые обязательства Украины, евробонды, аж на 3 миллиарда долларов. Это те самые 3 миллиарда, которыми Россия кредитовала правительство Януковича после того, как он отказался подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом. С тех пор Россия успела аннексировать Крым и развязать войну. Страны несколько раз безуспешно пытались решить судьбу этого долга в Высоком суде Англии. Эти евробонды ФНБ тоже держат на счету и отображают как активы, как будто они когда-нибудь станут реальными деньгами. За прошлый год из остатка живых денег ФНБ, которые правительство реально может потратить при необходимости, на закрытие дефицита бюджета ушло не меньше, чем 2,9 триллиона рублей. И еще около триллиона вложили в те самые странные вещи, о которых я говорил раньше, типа РЖД. В нынешнем году желающих получить финансирование и зависнуть мертвым грузом на счетах ФНБ меньше не стало. Почта России, например, ждет докапитализации. «Газпрому» выделят 900 миллиардов рублей на строительство газоперерабатывающего комплекса под Санкт-Петербургом. Этот проект уже получал госфинансирование примерно на ту же сумму, но война, санкции, потери инвесторов, и теперь его спасают за счет ФНБ. Реальных активов, которые можно попробовать продать и потратить к началу февраля этого года, остается на 3,8 триллиона рублей. Почти столько же, сколько потратили денег из ФНБ в прошлом году. Большая часть реальных активов – это юани и золото, и в обоих случаях есть свои сложности. Курс юаня не рыночный, он полностью зависит от правительства Китая, которое имеет обыкновение девальвировать национальную валюту, чтобы повысить конкурентность своей экономики. То есть юани в кубышке ФНБ в любой момент могут резко подешеветь. А с золотом загвоздка в том, что оно принадлежит России, стране под санкциями. И если его продавать, то только с большим дисконтом, как сейчас продается российская нефть. Так что, возможно, 3,8 триллиона живых денег – это слишком оптимистическая оценка. И пополнений в ФНБ в этом году, скорее всего, не будет, ведь для этого нужно вернуть прежние высокие доходы от экспорта нефти и газа. Я, конечно, не возьмусь предсказывать цену на нефть на год вперед. У меня нет таких компетенций, тут нужно как минимум с отличием закончить Хогвартс. Но против серьезного роста говорит хотя бы такое соображение. При высоких ценах на нефть в игру начинают активно вступать производители сланцевой нефти. Они увеличивают предложение и тормозят цену. Так что пока не похоже, что стоимость барреля нефти радикально вырастет в этом году. Итак, к началу этого года Россия пришла с накопленным внутренним долгом, обслуживание которого сравнимо с новыми заимствованиями Минфина, с основательно растраченным фондом национального благосостояния, с истощенными внутренними ресурсами экономики, высокой инфляцией, слабым рублем. Экономические обстоятельства как бы намекают руководству России: все, ресурсы кончаются, у вас больше нет бесконечных денег. Но для российского правительства все работает не так. Они просто говорят Министерству финансов: делайте, что хотите, но деньги на войну должны быть. И Минфин совершает невозможное. Он принимает невозможный бюджет на 2024 год. В прошлом году доходы бюджета составили 29 с небольшим триллионов рублей. Расходы 32,36 триллионов. Дефицит около 3 триллионов рублей. Так выглядит тяжелый для России военный бюджет. Но на 2024 год запланировано что-то экстремальное. Предполагается невиданный рост и доходов, и расходов. Доходы 35 триллионов, расходы больше 36,5 триллионов. То есть, по мнению Минфина, в российский бюджет поступит на 20% больше денег, чем в предыдущем году. Вместо 29 триллионов аж 35. За счет чего произойдет такой невероятный рост? Давайте рассмотрим возможные сценарии, при которых этот бюджет может быть исполнен. Что рост этот может случиться. Может быть, Минфин ждет, что в следующем году ВВП России вырастет на 20%?
А с ним вырастут и отчисления в бюджет? Это вряд ли. Разные институты и эксперты, включая Центробанк и Минэкономики России, прогнозируют на 2024 год рост от 0,5 до 2,5%. Никак не 20%. Может быть, нашему руководству кажется, что экономика России спокойно выдержит резкое повышение налогов? Тоже маловероятно, ведь высокая ключевая ставка и так тормозит гражданский сектор экономики, а взвинчивание налогов дополнительно ухудшит его состояние. Вот план по штрафам, например, увеличили на 20 миллиардов рублей, на 17% по сравнению с прошлым годом. Но вообще потенциала в этой области мало. Экономика не в том состоянии, чтобы рост налоговой нагрузки прошел безболезненно. Трогать граждан, поднимать НДФЛ – это шаг на крайний самый случай. Теоретически резкий рост доходов бюджета мог бы объясняться приватизацией, если бы государство взялось распродавать свои активы. Это разумный шаг, потому что государство, как мы знаем, не самый эффективный собственник, и при приватизации оно сначала получает деньги за продажу активов, а потом еще и зарабатывает налоги, которые предприятия, у которых теперь эффективный собственник, начинает платить в связи с повышением прибыли. Но нет, мы видим, что в России сейчас обратная тенденция. Правительство с каждым годом все больше национализирует экономику. И ничего оно распродавать не собирается. Что подводит нас к еще одному, наиболее реалистичному сценарию. Сказочный бюджет на 2024 год может сойтись, если просто уронить рубль. Падение национальной валюты очень быстро и комфортно для руководства решило бы большую часть его проблем. Это работает так. Налоги от нефтегазовых доходов все еще составляют значительную часть поступлений в бюджет, а сами эти доходы в валюте. Чем ниже курс рубля, тем больше рублевой прибыли получают экспортеры, даже если выручка в валюте не выросла. И, соответственно, тем больше налогов в рублях они платят в бюджет. В то же время все расходы бюджета номинированы в рублях. В рублях считается зарплата бюджетникам, рублями оплачиваются оборонзаказы, война ведется тоже за рубли. С какой стороны ни посмотри, руководству очень выгодно уронить рубль. Ну типа доллар по 150, очень выгодно. Но тут есть одна проблема. Обесценивание рубля – это гарантированный виток инфляции, то есть роста цен. В обычной ситуации инфляцию мог бы попытаться остановить Центробанк, подняв ключевую ставку. Но сейчас в России и так уже запредельно высокая ставка. Она делает кредиты для бизнеса слишком дорогими и тем самым тормозит экономический рост в гражданском секторе. Конечно, до мартовской электоральной процедуры правительство и не подумает девальвировать рубль и запускать новый виток инфляции. Но вот сразу после нее ничего гарантировать нельзя. Может оказаться, что и выбора-то особого не будет. Дыра в бюджете сама себя не закроет, а переложить свои проблемы на граждан и бизнес – самое милое дело для текущего руководства России. И тогда, по оценкам экономистов, мы можем увидеть доллар и по 110, и по 130, и некоторые даже про 200 говорят к концу года. Сейчас, спустя 2 года после начала войны, после 2 лет чудес в экономике, которая, казалось, оторвалась от реальности и, вопреки всем законам, продолжала развиваться, как ни в чем не бывало, и даже расти, мы, наконец, начинаем видеть, что все чудеса оказались ловкими фокусами. Вся устойчивость и мощь российской экономической системы объяснилась удачным стечением обстоятельств, ошибками в санкционной политике и безоглядным выгребанием всех ресурсов, и государственных, и накопленных в экономике. Теперь же мы подошли к моменту, когда правительство скребет по сусекам. Это замечают эксперты, это лучше, чем где бы то ни было, знают в Министерстве финансов и Центробанке. Привет вам, кстати. Но руководство России знать ничего не хочет об этом и продолжает требовать денег на войну. А Минфин по-прежнему отвечает «Как прикажете?» или там «Так точно!» и продолжает выцеживать из экономики последние капли. Сам факт, что правительство приняло на этот год бюджет с настолько взвинченными параметрами, определенно говорит о том, что правительство готово изменить подход к финансированию войны. Им нужна куча денег, которые теперь негде взять. Объективно, есть единственный способ свести такой бюджет – снизить ключевую ставку, отменить требования к экспортерам продавать валютную выручку и позволить рынку восстановить равновесие. Рубль упадет, будет очень дорогой доллар, бюджет начнет наполняться деньгами, а инфляция распределит все издержки между гражданами России. Все будут беднеть. Может немножко, может средне или даже сильно, ну вот на всех это распределится.
Если до этого времени накопленные резервы помогали делать войну сравнительно необременительной для граждан, то теперь, когда резервы истощаются, руководство России готово переложить свои расходы на всю страну. Все накопленные долги, все замороженные проблемы, выплаты гробовых, зарплаты мобилизованных и контрактников, гособоронзаказ, новые ракеты и танки, трусы и бронежилеты. Теперь это может быть оплачено девальвацией, высокой инфляцией и падением уровня жизни россиян. Вероятность такого сценария растет с каждым днем, и после мартовского голосования препятствий для него уже не будет. До завтра.